Всем привет, кто заходит. Сейчас мы тут кое-что еще сделаем. Привет, привет. Сегодня эфирчик немножко пораньше. Я сразу ссылку закреплю. В общем, кому подсказки, пишите подсказка, тогда будет подсказка на этой колоде. Или подсказки, тогда будут подсказки на 5 колодах. Кому вопросы? Вопросы задонатики, там ссылка есть в комментариях. Свечку зажгла. Сюда вот поставлю. Не падай. Вот сегодня пораньше эфир. Я думаю, усну как на прошлой неделе. Такого не получилось. Пораньше. Так что пишите в комментариях, кому нужны подсказки. Все, на телефоне я тоже включила. Пока все заходят, я сейчас буду делать тогда общий расклад. Вот на таких картах, на этой колоде. Будем смотреть 10 посланий из будущего. Вот, будет 10 посланий. Я сейчас напишу 10 посланий. Вот, 10 посланий из будущего. Вот, загадывайте от единички до десяточки циферку. Будем смотреть послание вам. Кто-то может и в записи посмотреть. Если что, на каждом эфире этот расклад есть. Общий расклад 10 посланий из будущего. Смотрим. Единички. Кто загадал цифру 1? Послание. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Такое первое послание. Двоечки. Кто загадал цифру 2? Послание. Прислушивайся, смотрите, вот, прислушайся к своим чувствам, сделайте так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Добрый день, Нина Николаевна, добрый вечер. Подсказки для Ирины. Сейчас, да, сейчас у нас общий расклад, 10 посланий. Сейчас я послания все скажу, а то вдруг кто-то записи будет смотреть, будет удобно. Мария, добрый вечер. Кому подсказки, пишите подсказки, я буду вам смотреть. Давайте, сейчас у нас 10 посланий, общий расклад. Сейчас третья позиция. С 3 до 10 остались послания. На всех колодах, хорошо, на всех посмотрю. Так, давайте, третья позиция. Послание из будущего. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Четверки. Кто загадал 4-ю позицию? Послание из будущего. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. 5. Кто загадал цифру 5? Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Что-то нужно перестать делать. Не ешьте на ночь, а то будете как хомячок. 6. Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. 7. 7. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Пишу с другого аккаунта, ничего страшного. 8. Сделай сюрприз близкому человеку, он нуждается в твоем внимании. 9. Можно донат, можно на карту. Светик, добрый вечер. 9. Пора встретиться с друзьями, вы давно не виделись, удели им время. И 10-я позиция, послание из будущего общего расклада. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Отпустите обиду, и никто не сможет вас контролировать, манипулировать. Буду слушать записи. Да, хорошо. Давайте теперь будем подсказки для Ирины.
Подсказки для Ирины у нас. В комментариях я теперь смотрю и отвечаю тем, кто в комментариях. Подсказочки. Нина Николаевна, которая с другого аккаунта, Ирина. Для Ирины подсказки. Давайте будем смотреть. Смотрим. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Какие-то знаки будут вам подаваться, куда идти, правильно или неправильно, что делать, что не делать, какие-то подсказки. Так, для Ирины смотрим. Подсказка. Не откладывайте реализацию новых идей ни на минуту. Видите, вам нужно все брать и делать уже. Не откладывайте. Для Ирины смотрим. Ой, любите себя. Перестаньте искать причины, по которым вы недостаточно хороши. Любите себя. Так, для Ирины смотрим. Подсказочка. Ой, это твоя вина и ничья больше. Ты уже большая девочка. Перестань винить в своих ошибках других. Ой, что-то случится, видимо, и вы сами что-то там будете думать на других, видимо, не стоит, не знаю. Так, смотрим. Послание из будущего для Ирины. Ой, смотрите, побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. Побалуйте себя. Ванна с пенкой. Шоколад. Не знаю, мне что-то почему-то мороженое. Такого хочется. Спасибо вам, Ирина, которая с другого аккаунта зашла. Вот. Подсказки для Марии смотрим. Так, для Марии. Подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы, у вас все получится. Вы прям мощь. Так, для Марии смотрим. Подсказка. С легкостью отказывайтесь от всего, что не идет вам на пользу. Донат отправила. Хорошо, Светик. Сейчас я Марию посмотрю сначала. Смотрим для Марии. Подсказка. Та-дам! Не позволяйте чужому мнению определять ваши действия. Вот. Пофиг, кто что думает. Чужое мнение, чужое мнение. Для Марии смотрим. Ты не в лучшей форме. Ты горячая штучка. Это факт. Приведи себя в порядок. Пусть все увидят, какая ты на самом деле. Горячая штучка. Для Марии смотрим послание из будущего. Ух ты, пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Нужно встретиться с друзьями. Отдохнете, развеетесь, а то все одна, все сама. Вот. Ссылка опять не работает. Ссылка в людей не работает почему-то. Безобразие. Да, так, Марии посмотрели. Спасибо, Марии. Теперь Светик у нас. Сейчас для Светика, потом Dark Rain посмотрю. Светик. Его мысли о вас. Мысли Димы о Светике. Он уходит от чего? От быстрого развития событий. Он уходит от разговора. Такие вот мысли. Он хочет уйти от какого-то разговора, а вот вы хотите поговорить, а он хочет избежать этого. Избежать. Потому что, в общем, вы надавите на него в этом разговоре, и он поддастся, как будто так. Он хочет избежать этого разговора.
Вообще он боится быстрого развития событий. Он думает, что если быстро, то ничего хорошего не получится. Вот так вот он думает. Он думает, что надо подождать, что все было хорошо. Но здесь как будто у него страхи просто внутренняя неуверенность какая-то. Да, не дает ему действовать, видите? Что-то он как-то... Он хочет дождаться какого-то случая, мероприятия, там, каких-то обстоятельств, чтобы все сложилось таким наилучшим образом, чтобы обстоятельства были такие, чтобы тогда только вот можно было поговорить. Да, вот, ну вот, а сейчас он хочет уйти от разговора. Потому что когда обстоятельства сойдутся, рядом будут люди, которые смогут помочь, и которые как-то вот поддержкой будет, я не знаю, тут как-то так. Вот он не может решиться на что-то и хочет уйти от разговора. Такие мысли у него. Он думает, вот на других картах решила посмотреть, он думает, что это большая ответственность будет, если вы будете вместе. На нем притом ответственность. Ему придется брать на себя много ответственности. Надо будет смотреть, чтобы вы жили в комфорте, чтобы у вас все было хорошо, да, в будущем, да, вот он про будущее думает, что в будущем должен быть достаток и комфорт. То есть все должно быть копеечка к копеечке. Здесь большая ответственность, которую он не знает, брать на себя или не брать. А он возьмет на себя ответственность за вас, он возьмет. Когда решит все, тогда и возьмет. У него сейчас происходит внутреннее что-то такое. Внутреннее решение он принимает, он взвешивает все за и против, он хочет, чтобы все было честно, справедливо, вот, все как надо, чтобы было, чтобы вас не обмануть, чтобы и себя не обмануть, и вас не обмануть, по-честному хочет все. Но здесь он решится взять ответственность, он примет решение и все, и успокоится тогда, вот, кстати, успокоится, ему надо решение принять, брать за вас ответственность или не брать, как будто много обязательств будет. Да, у вас сейчас такие отношения, или да, или нет. То есть выбор такой, как будет в будущем. Вот какой он выбор сделает, так вот и будет. Как будто развилка. Да, как будто развилка. Человек, ну, взял время подумать. Вечерами очень много думает. Ни с кем не хочет говорить, хочет подумать. Хочет пока что вот избежать разговора. Он пока не готов. Чувство есть, чувство переполняет, хочет встретиться, хочет, чувство есть к вам. Хочет встретиться, конечно, поговорить. Потому что вы очень привлекательная, с вами ему очень классно. Он любит с вами проводить время, любит, когда вы рядом. Вы такая, знаете, на вас обращают внимание многие мужчины. Вы очень ценная женщина. Свободная, независимая, красивая, ну, вот знаете, что хотите, как получать наслаждение, любит любоваться вами. Он хочет, чтобы все было правильно, понимаете? Он не хочет вас подвести, себя подвести. Он не хочет, чтобы вот люди что-то там говорили, там придумывали что-то, да, вот сплетни какие-то не хочет. Он хочет сделать все правильно, чтобы было чинно, благородно, он думает. Мария, я вас тоже благодарю. Да, Ирина, благодарю. Мария, благодарю вас, что на эфир пришли. Вот, так что Светик Дима думает, сейчас пока не готов к разговору, но он думает о том, чтобы сделать все правильно. Чтобы не вашу репутацию не запачкать, не свою, чтобы вот все было правильно. Он думает. Большая ответственность. Он примет решение. Но ему нужно время тут. Вообще он хотел бы строить с вами серьезные, стабильные отношения. Ну да, понимаете, он хотел бы официальных отношений, серьезных отношений, но не слишком быстро. Он хотел бы медленно строить отношения.
медленно выстраивать стабильные отношения, которые ведут к замужеству, к браку, там, да, к женитьбе, тут, как бы вот к официальным отношениям. Он бы хотел этого, но сейчас пока вообще не готов говорить. Он сейчас принимает решение, у него мозговой штурм такой. Он думает. Он думает. Так что здесь так. Да, он считает, что мужчина отвечает за семью, за то, чтобы там семья жила в достатке, чтобы все было хорошо. То есть он тыл, он это понимает, он за это отвечает, он это принимает, поэтому он принимает решение сейчас. Дальше с вами строить отношения или вот, да, опять же карта такая выпала. Не принял решение, еще сомневается немножко, думает, как лучше сделать, как... Да, он примет решение и успокоится. Он сейчас неспокойный вообще, потому что он такой весь шатко, у него все внутри сомнения такие, он не может принять решение. Примет решение, успокоится и начнет действовать. Здесь так вот. Вот когда его одиночество закончится, тогда он сам появится. Да, вот он сейчас вот как отшельник. Он сейчас принимает решение, и поэтому ни с кем не хочет говорить. С вами тоже. Вот, ни с кем. Чтобы понять, как лучше, что лучше будет для него. Но опять то же самое, он примет решение, он сомневается пока что, но он примет решение. Тут ничего больше не показывают. Да, он считает, что мужчина, опять же то же самое выпадает, две вот эти вот карты, то, что мужчина отвечает за стабильность в семье, за отношения, вот, за вот определенные качества мужские, которые вот он должен это делать. Он считает, вот такие традиционные всякие у него есть в голове правила, как должно быть в семье, да, то, что мужчина отвечает за стабильность, за надежность, что он решает проблемы, он это понимает, он готов брать ответственность, но насчет вас вот он думает. Чувство есть. Принимает решение сейчас. Он смотрит на вашу реакцию, да, и думает. Он раздумывает. Много думает. Он хотел бы стабильной семьи, серьезных отношений, семья, дети, вот все вот это уют он бы очень хотел. Но пока уходит от разговора, да, пока. Или он хочет, или может быть вы хотите очень быстро пожениться, он пока не готов, ему нужно время, да. То есть тут здесь будет разговор у вас. У вас в будущем будет разговор. В будущем будет разговор о будущем, о вашем будущем. Вот так вот как-то. Давайте посмотрим. Подсказка на ваш вопрос. Подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Да, не сомневайтесь. Здесь так. Одно и то же потом начинает прогонять карты, говорить, поэтому... Спасибо, Светик. Давайте будем смотреть Dark Rain. Мысли, чувства, действия. Блин, а в какое время-то посмотреть? Но нет, не конец это, смотрите. Тут еще будут развиваться события. Тут еще у вас с этим мужчиной, Дарья, у вас с этим мужчиной еще очень много разных событий будет. И переписка, и разговор, ну как бы общение будет. Тут почему-то здесь еще не конец, потому что здесь еще вы не сказали друг другу все, что хотелось бы сказать. Но здесь как будто отношения, знаете, вот общение, оно будет другое. Не такое, как раньше. Уже будете разговаривать как-то вот с другими эмоциями, с другим мировоззрением, с другими чувствами здесь как-то. Будет разговор, да. Более, знаете, какие чувства отрешенные, что ли, какие-то другие, обновленные. Новое, да, что нужно идти в новое.
Здесь, скорее всего, вы предложите быть вместе, а он будет отстаивать свою свободу. Не готов он. Какое-то общение будет другое, уже более холодное, отстраненное. Как будто вы закроете один этап и перейдете к другому. Новое будущее начнется. В этом новом будущем вы его как-то вот, даже если вы будете друг с другом бороться или что-то доказывать, вы отстаете, ну как, отстоите свое. Вы тут победительница. Почему так показывает? Вы его побеждаете, а не он. Он вот нет. Он что-то получит по справедливости в рабочей сфере, в финансовой сфере. У него будет не ладиться, кстати, что-то в финансовой сфере. Видите, тут на работе что-то у него. Ну, ему что-то прилетит, как будто он заслужил что-то. И вот по работе что-то у него не будет получаться с деньгами. А у вас тут все нормально, вы как-то... Вы будете веселиться, радоваться с подружкой, у вас все будет получаться, что-то будете отмечать. Вы будете чувствовать себя победительницей, я не знаю, что такое произойдет, но вот после какого-то общения, не очень теплого, да, здесь поменяется как-то жизнь у вас в лучшую сторону, а у него как будто разочарование наступает. И вы тут в роли победительницы, а он как-то вот, ну, проиграл вот эту битву. Будет очень эмоционировать, да. Он очень, знаете, к вам пылает страстью. Блин, и любовь тоже есть вообще-то. Если любовь, любовь тоже есть. Здесь любовь есть и страсть к вам. Я спросила, он хотел бы свиданий, хотел бы общения. Он тут еще, я не знаю, почему, когда он вообще. Через 2 месяца, на 3-й месяц только может заявиться. Дать о себе знать. Как будто в этом месяце, если то, здесь как-то у вас будут происходить какие-то активные действия, он ничего не будет писать. Возможно, будет наблюдать за вами. В течение 2 месяцев вы не сможете с ним общаться. Не знаю почему, но это не от вас зависит. А туда ближе 3 месяца, вот там вот будет какой-то разговор. Ну такой, я не знаю даже. Я бы не сказала, что это будет сильно приятный разговор, но вы там как будто что-то выяснять будете. Что-то выясните. То есть еще вас ждет разговор. До конца еще не конец, еще будет какой-то разговор. То есть это не совсем конец. В его мыслях он хотел бы классно проводить время, но он боится. Может, потому что, да, семья узнает, кто-то узнает. Кто-то узнает, в общем, да, кто-то из родственников, семья, да. Вот он хотел бы с вами время проводить, но боится страшно. Вот так у него в мыслях. Да, думать надо лучше осторожное сообщение, не надо пока посылать, ничего не общаться, ничего не надо. Вот он так считает, ничего, чтобы о нем не знали. Нужно переждать, переждать. Он не хочет здесь как будто, чтобы кто-то узнал. Боится. В мыслях. Хотел бы общаться, хотел бы время проводить вместе, куда-то выйти, погулять там, да. Даже хотел бы, может, куда-то в кафе, ресторан, куда-то сходить, в такое место, но боится, что будете замечены. Да, кем-то из близких людей. Так, чувства, его чувства. В чувствах он расстроен, он старается закрывать свои чувства, потому что здесь уже был какой-то опыт у вас, да, поругались, вот это все, вот он чувства свои закрывает, старается не думать. В чувствах у него разочарование, грусть, скучает, думает, но он разочарован тем, что произошло в последний раз, то, что вот поругались, да. То, что как-то вот не очень пообщались в последний раз. Вот он закрывает свои чувства, огораживается, может и может не писать, не общаться, может блокировать, тут все что угодно, может не хочет пока, да, вообще не хочет общаться. В чувствах вообще просто. Может еще чувствовать, знаете что, как будто
он что-то сделал, а вы не оценили. Вот не оценили, вот он старался так, да, а для вас это, что это такое, ну, как бы, ну, вообще ничего. Вот, что-то такое, вот, как будто вы не оценили его действие какое-то. Вот, ему может быть больно, то, что вот, я там старался, от нее никакой реакции, да. Да, он не будет пока приезжать, не будет встреч, ничего не будет. Здесь вообще вы можете не встретиться даже полгода. Написать он может через 3 месяца, а встречаться тут долго не будете встречаться, потому что здесь он очень переживает. У него в чувствах переживания и такая боль есть. Да, ему не хватает любви. Вот это вот боль из-за того, что ему не хватает любви. И из-за того, что вы не можете, он не может с вами время проводить. Он бы хотел с вами время проводить, ему с вами классно, но вот не может он, нельзя. Из-за этого ему больно. Тяжело ему вот это вот переносить. То, что он не может в любое время вас увидеть, там, да, куда-то пойти, погулять, чтобы свободно было. Делать пока ничего не будет он. Потому что он и так уже что-то наделал, да, и как бы тут получилось, что не очень хорошо вы расстались. Что-то сделал не очень приятное все равно тут. Как будто кто-то кого-то не оценил, что-то не понял, да, тут какое-то разочарование. Может, что-то не высказали друг другу. Может, не помогли, да, может, тут что-то такое. Не объяснили что-то. Может, один другим воспользовался, как-то тут так. Тут так интересно, он готов отдать себя в ваши нежные руки, да, лишь бы только гармония была у вас, лишь бы только все наладилось. И вот это ровно, тихо и спокойно продолжалось долго. Вот он так хотел бы. Он бы хотел держать вас рядом для свиданий, для того, чтобы быть вместе. Потому что ему классно с вами вот, по ощущениям. Но он знает, что это невозможно, что не может. Не, в ближайшее время он не будет. Вы тут одна, в ближайшее время он не будет ничего делать. Вот в апреле, может, от него что-то будет. В апреле. В мае. Ничего себе, в мае даже можете встретиться. В этом месяце любая информация, это что-то какая-то, вы можете вот сейчас какую-то неправдивую информацию о нем узнать, например. Действий не будет. Если только будет проявлять какую-то гибкость, чтобы выйти сухим из воды. В следующем месяце не будет никак действовать. Блин, хотя в следующем месяце тут надо, конечно, смотреть. Тут в следующем месяце возможно одно такое действие. Да, но это сложно воплотить, Да, в марте возможно какое-то действие, да, от него, вы узнаете. Но это сложно для него, он будет стоять перед выбором, делать или не делать, потому что соблазн большой. В марте коммуницировать с вами хочет. Очень-очень большой соблазн, потому что чувство есть, тянет к вам неимоверно. Но это, конечно, очень тяжело, чтобы сделать то, что он хочет. Так что какое решение он примет, в общем, тут непонятно. Мало ли, то это он хочет, а вот делать ли, будет ли. Он боится действовать как-то. Ну, он бы хотел, знаете, Дарья, продолжать с вами отношения еще какое-то время, а потом завершить.
Здесь, знаете, здесь все равно. Его так и будет тянуть к вам. Здесь как будто вы не можете закрыть эти отношения. Он не может закрыть. Он все равно будет возвращаться. Здесь как будто он все равно возвращается. Он вам для того, чтобы веселиться. Для того, чтобы веселиться, хорошо проводить время, переписки, общение. И в то же время он вас ограничивает в чем-то. Здесь и ограничения, и просто времяпровождение. Но это такие отношения, когда вы не удовлетворены полностью. Здесь не хватает чувств, не хватает его присутствия. Но пока действовать не будет. Опять спросила. Да, тут у вас точно не точка. Нет, не точка. Ну ничего веселого тут нет, как бы. Тут такое вот нестабильно, непонятно, ненадежно как-то вот. Подсказка. Общайтесь только с позитивными людьми. Вот. Только с позитивными общайтесь. Если он вас будет расстраивать, скажите так: приходи, когда будешь в настроении. Да. Что-то тут не очень. Ну, не знаю, мне даже самое интересное, Мартин решится действовать или нет, сделает он это или нет. Ладно. Давайте будем так. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Общий расклад посмотрим. Как будто несколько вариантов, знаете, событий. Вот если он сделает так, то будет так. Если он сделает так, то будет так. То есть от его действия потом немножко поменяется дальнейшее развитие. Добрый вечер, Анет. Подсказки. Ну, значит, сейчас для Анет сначала посмотрим подсказки. Потом общий расклад. Так, для Анет смотрим. Подсказка. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Для Анет смотрим. Пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. От всего ненужного избавляемся. У меня сразу приходит в голову порядок дома сделать. Где-то что-то перебрать. Но это у меня. Для Анет смотрим. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. Видите, а на самом деле ограничения только в голове, не надо придумывать. Для Анет смотрим, подсказка. Скоро произойдет что-то хорошее, только не дай своим тараканам в голове все испортить. Что-то хорошее скоро произойдет. Супер. Так. Для Анет послание из будущего. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что-то важное вы, может, забыли. Уже благодарю вас тоже, Анет. Давайте посмотрим 3 позиции. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Уделять внимание своей семье, делать все, что вот вы делаете, да, и принимать решения в зависимости от того, как будет хорошо вам и вашей семье. То есть всегда думать о ваших близких, когда вы принимаете решение. Не оставайтесь, естественно, после работы там где-то что-то допоздна.
Здесь еще что делать? Здесь проявляйте коммуникацию, общайтесь больше, заводите новые знакомства, болтайте, пейте чаек, вот, ну, как бы вот такое все. Будьте дружелюбные. Что не делать? Не нужно сейчас ехать в какие-то поездки. Если вам не хочется, то скажите, у меня семья, у меня как бы там дела, у меня праздник, я не могу, мероприятие. То есть здесь не нужно ехать, если в поездке куда-то вас позовут, да. Если по работе что-то скажут, загрузят, а давай подработай-ка, останься там или еще что-то, ну не нужно, не соглашайтесь. Здесь как-то проведите время больше с семьей или с собой, своими делами занимайтесь, но здесь как-то не нужно проявляться сильно на работе, пахать за троих, там оставаться после работы, как будто это может быть не оценено или ну, отразится на вашем здоровье. Здесь не нужны активные действия здесь. Не нужно активничать, здесь нужно больше прислушиваться к себе, быть более мягким таким. Так, вторая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не сделать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Нужно уходить от тех обстоятельств, людей, ситуаций, где вам не нравится, где вас не устраивает. Если где-то какая-то стычка, ссора или что-то такое, то не ввязывайтесь, не стоит. Пусть там сами разбираются, вот, сами выясняют это все. Да, здесь нужно уходить от конфликтов, уходить оттуда, где вам плохо, где вам тяжело, или где вас уже не ценят, да, не браться за ту работу, где вам не заплатят. Не проводить время с теми людьми, которые вас не ценят, которые вас обижают. Здесь вот так вот. Свой эмоциональный фон, свои чувства берегите. Не давайте никому вас обижать. Что не нужно делать? Не нужно сейчас быть одной. Не нужно тратить все деньги на себя. Здесь лучше не тратить деньги сейчас на какие-то хотелочки, а нужно их отложить немножко. Может быть, на потом, на будущее вам они больше пригодятся. Что-то купите более такое радостное для себя, чем сейчас. Вот здесь так, финансы не тратьте. Сейчас третью позицию посмотрим. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь занимайтесь своей физической формой, то, как вы выглядите, начинайте делать зарядку, если вы еще не делаете. Запишитесь в спортзал, потому что вы сами себе потом спасибо скажете. Можете делать косметические всякие процедуры, тоже будет благоприятно для вас. Вот. Кушайте полезную еду, готовьте дома, денежки копите, зарабатывайте, тратьте с умом. Тратить можно, все нормально, но просто тратьте с умом, не тратьте просто так на что-то. Вы 100% найдете скидки, найдете, где дешевле заказать, так что подумайте, вот где можно сэкономить, и у вас получится сэкономить. Вот, можете прикупить себе что-то такое, что будет вас очень радовать. Ну, вот тут вот так вот у вас все хозяйство. Что не нужно делать? Не нужно следить за кем-то, что-то проверять, ссориться, что-то там доказывать кому-то. Ничего не нужно, вот этого не доказывайте. Объясняться перед кем-то, да, зачем, вообще не стоит, это его проблемы там. Вот, то есть здесь вот не нужно вступать в дебаты там, да, и что-то кому-то доказывать, ругаться не нужно здесь. Более мягко нужно общаться или вообще не общаться. Лучше промолчать и уйти. Вот такой вообще расклад получился. Так, ну сейчас посмотрим донаты. Что, ссылка не работает, говорите, да? Что-то там не хочет. Сейчас посмотрю, есть ли тут что-то. Тормозит. А нету ничего, да, донатов нету. Ну все, я всем подсказки ответила. Смотрите, приходите на эфир, пишите слово «подсказка», тогда подсказка будет на этой колоде. Если пишете «подсказки», тогда подсказки будут на 5 колодах. Вот, можете загадать в голове свой вопрос, можете о чем-то подумать, можно просто подсказки посмотреть на данный период времени, они будут просто сейчас, на что вам обратить внимание, что вам нужно знать, да, вот они будут на этот момент, поэтому можете ничего и не загадывать, можете загадывать, если вас что-то волнует. В общем, здесь есть общие расклады, 10 посланий из будущего у нас, да, и что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая, если что, можете посмотреть записи. Все тогда.
Раз всем все ответила, буду заканчивать. Будем заканчивать с вами эфир. Все, пока. Увидимся с вами в следующую субботу. Нажмите на колокольчик. Поставьте лайк, хотел сказать. Нажмите на колокольчик, потому что когда эфир начнется, вам сразу уведомление придет. Сегодня эфир на час раньше начался, поэтому колокольчик для вас будет только плюс, чтобы не пропустить. Вот, все, всем пока. Буду заканчивать. Обнимаю вас, целую. Вот, все. Теперь точно все.